Привет, друзья! Несколько месяцев назад я делал обзор замечательного геологического радиометра РП-1. И этот прибор мне настолько понравился, что я открыл для себя новую интересную тему. Это геолого-разведочные радиометры 50-60-х годов. После этого у меня в коллекции появились такие приборы, как СРП-2 и РПП-1, обзоры которых я также отснял. Это были как раз те устройства, с помощью которых развивалась уранодобывающая отрасль. И ценность их, без преувеличения, имела исторический масштаб. Но в Советском Союзе в то время выпускался еще один очень популярный прибор. Это радиометр малогабаритный РМ-2, который я мечтал добыть буквально с самого начала моего интереса к теме. И вот однажды... Вот она, долгожданная прелесть. Да, это РМ-2. Да, в один прекрасный день моя мечта исполнилась. В мою коллекцию попал долгожданный радиометр РМ-2, и сейчас мы с ним познакомимся. РМ-2 появился в 1957 году и сразу же стал безумно популярным помощником в геологических экспедициях, посвященных радиометрическим поискам гамма- и бета-излучений, то есть урановых и ториевых месторождений. Как и радиометр РП-1, а также многие другие, РМ-2 был сконструирован на Ленинградском заводе «Геолого-разведка», где в основном и производился. О популярности этого радиометра мы можем косвенно судить по тиражу бумажного руководства – 12 тысяч экземпляров за 1957 год. Надо заметить, что РМ-2 не был первым в линейке малогабаритных. В 1956 году сначала появился радиометр РМ-1, о чем писал журнал «Юный техник» во втором номере. К сожалению, до наших времен РМ-1 дошел только в виде упоминаний, и известен всего один живой экземпляр. А вот РМ-2 был очень распространен. На сегодня известно не менее 15 уцелевших радиометров, то есть это не самый редкий прибор, хотя найти его в продаже невозможно. Если вы смотрели обзор радиометра РП-1, то там я говорил об урановой лихорадке, которая развернулась в Советском Союзе в конце 50-х. Государство не только занималось профессиональными геологическими изысканиями, но и всячески призывало всех желающих присоединяться к поискам радиоактивных руд. Несмотря на это, все выпускаемые промышленностью радиометры были очень дорогими и практически недоступными обычному гражданину. Однако приборы выделялись для кружков и геологических экспедиций. Мы с вами уже привыкли, что типичный радиометр прошлого века состоит из пульта, выносного датчика и устройства индикации. Как правило, это стрелочная головка и головные телефоны. То есть прибор позволяет обнаруживать источники излучения визуально и на слух. Все эти радиометры имеют относительно большой размер и массу и предназначены для количественного определения интенсивности гамма- и бета-излучения. А вот РМ-2 совершенно не похож ни на какой привычный нам радиометр. Он очень маленький, коробочка имеет размеры 115 на 100 на 33 мм и весит всего около 400 грамм вместе с батарейкой. Корпус, как и полагается, выполнен из очень качественного волокнита темно-коричневого цвета и при определенном освещении имеет темно-красноватый оттенок. Точно такой же материал использован в корпусе РП-1. Никаких стрелочных приборов здесь нет, и интенсивность излучения можно измерять только по частоте звуковых щелчков или вспышек лампочки. Однако это не просто индикатор радиоактивности, а именно радиометр, который позволяет измерять мощность излучения до 1000 микрорентген в час с точностью плюс-минус 20%. Комплект РМ-2 очень простой. Это картонная коробка, руководство и сам прибор. Корпус РМ-2 состоит из двух половинок, соединенных 4 винтами, головки которых находятся на задней крышке. В левом нижнем углу расположен шильдик с наименованием прибора и его номером. И на нем же написан город Ленинград, родина радиометра.
Здесь еще мы видим красивые выступающие полосочки. Это просто элемент дизайна. Какой-либо функциональности они не несут. Логотип производителя на корпусе нигде не присутствует. И наименования завода «Геологоразведка» также нет. В центральной части мы видим выпуклый элемент. Это, очевидно, звуковой динамик или телефон. И еще видны два винтика. Они крепят к корпусу внутреннее шасси с радиодеталями. На левой стороне находится кнопка, выключающая прибор. Именно выключающая, так как в нажатом положении кнопки радиометр выключен, о чем говорит и соответствующая надпись. Чтобы включить РМ2, кнопку нужно повернуть, и тогда под действием пружины она отщелкнется и прибор заработает. А также эта кнопка нужна для подзарядки радиометра, о чем мы поговорим далее. С правой стороны расположена точно такая же поворотная кнопка «Пересчет», а также круглое индикаторное окошко, под которым размещена лампочка, загорающаяся при фиксации импульсов, создаваемых радиоактивным излучением. Все это мы изучим попозже. На верхней стенке прибора мы видим углубления, по 7 штук с каждой стороны. Именно в верхней части расположены газоразрядные счетчики, и углубление сделано для того, чтобы облегчить прохождение бета-излучения через материал корпуса. Внутри размещена электрическая схема и 200-вольтовая батарея питания. Ну а теперь давайте включим радиометр, для чего повернем кнопку. Под действием пружины она выдвинется, а в телефоне раздастся щелчок, подтверждающий включение прибора. При работе РМ2 издает довольно громкие щелчки, которые отлично слышно не только в тихом помещении, но и на улице в шумном окружении. Звук хорошо проходит даже через одежду. Этим данный прибор существенно отличается от всех карманных радиометров и индикаторов, которые выпускались позднее, особенно в 90-е годы. Одновременно со звуковым сигналом вспыхивает индикаторная лампочка. Интересно, что у приборов РП1 и РМ2 довольно похожая схема подачи сигналов и одинаковые телефоны. Однако звук щелчков совершенно разный. Такая разница очевидна из-за наличия звукового резонатора у РП1. Частота щелчков у РМ2 невысокая, примерно 15-30 импульсов в минуту при обычном фоне. Внутри радиометра установлены два газоразрядных счетчика STS-1, либо C1G. Это аналогичные по характеристикам счетчики. Они предназначены для регистрации гамма-излучения, но также способны реагировать и на жесткое бета-излучение. В моей коллекции есть несколько таких счетчиков, один даже сохранился в коробочке. Как видим, на ней написано STS-1, хотя внутри находится счетчик, промаркированный C1G. Он имеет длину 90 мм и диаметр 13,5 мм. Корпус стеклянный, то есть он более-менее пропускает жесткую бету, но мягкая бета через него практически не проходит. Счетчик 1958 года выпущен на Московском электроламповом заводе. Вот счетчик 1957 года, тоже производства Мэлс. А третий мой счетчик 1972 года выпущен на Саранском заводе НИИТФА. По чувствительности C1G уступают распространенным STS-5 и SBM-20. И, конечно же, за счет небольшого размера чувствительность во много раз ниже, чем в счетчике STS-8, который используется в радиометре РП1. Но это не является недостатком прибора. Дело в том, что в РМ2 для измерения используется принцип подсчета импульсов за определенное время. Слишком высокая частота была бы неудобной для работы из-за невозможности подсчета щелчков, ведь измерительной головки здесь нет. Не забывайте, что это специальный компактный прибор. Но что же делать, если радиометрические исследования проводятся в районе с высокой активностью? Для этого служит кнопка «Пересчет», которая переключает радиометр между прямым и пересчетным диапазоном. В прямом режиме РМ2 озвучивает каждый зарегистрированный импульс, а в пересчетном
Щелчок происходит только при накоплении определенного количества импульсов. У каждого прибора это количество свое, в диапазоне от 10 до 30. Это называется коэффициентом пересчета, и данное значение указывается в паспорте радиометра. Например, вот здесь мы видим число 13, а вот у этого прибора он равен 28. В моем РМ2 коэффициент пересчета составляет примерно 16. Я определил его опытным путем. Давайте возьмем мощный источник излучения и посмотрим, как это работает. Как видите, в прямом режиме частота импульсов очень высокая, и почитать их на слух уже невозможно. Если мы перейдем на пересчетный режим, то частота щелчков существенно уменьшается, и их можно определять без каких-либо проблем. Зачем вообще нужно подсчитывать импульсы? А это используется для количественного определения мощности дозы излучения. В паспорте радиометра находится градуировочный график. Как вы уже обратили внимание, на нем нанесены две линии для прямого и пересчетного режимов. У каждого прибора график свой. Чтобы определить интенсивность излучения в какой-либо точке местности, либо активность образца породы, необходимо с помощью секундомера или часов отмерить 1 минуту и подсчитать количество импульсов за это время. После чего по градуировочному графику легко вычислить мощность излучения. Таким образом, РМ2 не просто индикатор, а практически полноценный радиометр, то есть его, безусловно, можно назвать измерительным прибором. При натуральном фоне РМ2 издает редкие сигналы, пару-тройку десятков в минуту, и ухо к ним быстро привыкает. Давайте посмотрим, как он ведет себя при обычном уровне радиации. А теперь переместимся в место с чуть более высоким уровнем излучения, в районе 30 микрорентген в час. Вы сами слышите, что частота щелчков заметно возрастает, хотя фон по-прежнему довольно низкий. В районах залегания урановых и ториевых руд, там где РМ2 использовался по назначению, радиация значительно выше, и импульсов будет гораздо больше. Кстати, обратите внимание, что я снимаю в достаточно шумном месте. Это Садовое кольцо в Москве, однако щелчки очень хорошо слышно. Я уже упоминал, что РМ2 умеет работать как с гамма-излучением, так и с жесткой бетой. Чтобы в этом убедиться, воспользуемся стронциево-итриевым бета-источником. А вот мягкую бету от уранового стекла радиометр не видит. Хотя на самом деле активность данного стекла по бете довольно немалая. Также у меня есть урановый минерал цепиит, он тоже практически не излучает гамму, поэтому РМ2 такой образец не замечает. Теперь мы откроем радиометр и посмотрим, как он устроен. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно отвинтить 4 винтика на задней части. Здесь используются винты М2, поэтому нужна маленькая отвертка. Винты, к слову, латунные и покрыты никелем. Следовательно, никакой ржавчины нет и не будет. Задняя крышка корпуса аккуратно снимается, и перед нашими глазами предстает внутреннее устройство прибора. Здесь мы видим шасси с электронными деталями и батарею питания. На внутренней стороне крышки приклеены резиновые упоры, которые при закрытой крышке прижимают шасси и батарею, чтобы те не болтались. В месте стыка двух половинок корпуса проложена толстая нить, которая служит для защиты от пыли и обеспечивает более мягкое прилегание частей. Питание радиометра РМ2 осуществляется от 200-вольтовой батареи. И вот так выглядит оригинальная батарея 230 ПМЦГ, которая была установлена в моем радиометре. Ширина 95 мм, толщина 27 мм и высота 35 мм. Масса батарейки 105 грамм.
И эта батарея 230 ПМЦГ выпущена в марте 1958 года. Сам радиометр, предположительно, 1957 года производства. То есть вряд ли он работал более пары лет, поэтому так хорошо и сохранился. Обратите внимание, что батарея 230 ПМЦГ имеет три вывода. Общий плюс, а также минусы на 200 и 230 вольт. Батарейка, конечно, уже давно высохла, и если к ней подсоединить обычный мультиметр, то никакого напряжения он не обнаружит. Однако у меня есть электростатический вольтметр, и мы все-таки можем оценить разность потенциала в батарейке, если подключим ее выводы к прибору. Он показывает ни много ни мало 100 вольт, но на отдачу какого-либо тока эта ПМЦГ уже не способна. Конечно же, сейчас аналогичную батарейку можно сделать самостоятельно, что я и осуществил. Я всегда предпочитаю использовать такие источники питания, которые были задуманы при создании прибора, и поэтому не пользуюсь повышающими преобразователями. И эту батарейку я сделал из 18 последовательно спаянных 12-вольтовых батареек 27А. Ее напряжение 225 вольт. Посмотрите, как интересно, высота и толщина получились такими же, как у оригинальной ПМЦГ, а ширина почти в 2 раза меньше, хотя я и не старался сделать это специально. Тем не менее, если взвесить мою батарейку, то оказывается, что она весит практически столько же, сколько ПМЦГ 230. Я думаю, что емкости батареек сравнимы, однако плотность современных источников питания заметно повысилась. Теперь вернемся к прибору. Его шасси сделано из плексигласа, и все радиодетали находятся в полостях шасси. Такое решение я вижу впервые и считаю его довольно интересным. Во-первых, сохраняется легкий доступ к любой детали. Во-вторых, они очень надежно зафиксированы. Как видите, здесь есть несколько конденсаторов, резисторы, а также в глубине находятся два тиратрона МТХ-90, но их пока не видно. Один из них играет роль сигнальной лампочки. Вспышку именно этого тиратрона мы видим при прохождении импульса. Ну и, наконец, один из счетчиков STS-1. Пока я не разобрал прибор дальше, давайте полюбуемся, как красиво светятся тиратроны в темноте. Батарея подключается к соответствующей колодке питания. Плюс и минус подписаны. При установке батареи надо быть предельно аккуратным. Контакты оголены, и если их случайно задеть рукой, тряханет током, как из розетки. Напряжение здесь точно такое же. Особое внимание обратите на конструкцию контактной группы обеих кнопок. Как видите, здесь не 2, а 4 контакта. Когда кнопка отпущена, замкнуты два центральных контакта. Когда кнопка нажата, центральные контакты размыкаются между собой, но замыкаются на крайние. Таким образом, это не просто кнопка, а переключатель. Если вы интересуетесь дозиметрическими приборами, то наверняка знаете, что газоразрядным счетчикам для работы необходимо напряжение 400 вольт, а батарейка всего на 200-230 вольт. Где взять еще столько же? Ответом является оригинальная схема RM2. Ничего похожего я еще ни разу не встречал ни в одном приборе. Хитрость в том, что когда радиометр выключен, кнопка питания замыкает контакты, ведущий ток из батареи, на конденсатор C4. При этом конденсатор подключается параллельно с батареей и заряжается до ее напряжения. Поскольку ток постоянный, то через конденсатор он не течет, и батарея в таком состоянии не разряжается. Когда прибор включают, кнопка переключает ведущие к конденсатору контакты таким образом, что он становится подключенным последовательно с батареей. Таким образом, напряжение питания удваивается. Заряда конденсатора хватает на определенное время работы, которое зависит от интенсивности излучения.
Затем конденсатор необходимо подзарядить. Я проводил тест. В домашних условиях прибор отработал 2,5 часа без перезарядки. Чтобы подзарядить радиометр при работе, необходимо каждые 15-20 минут нажимать кнопку выключения. Конденсатор заряжается мгновенно, и прибор сразу же становится готовым к работе после нажатия кнопки. А что касается времени работы РМ2 от заряда одной батареи, то оно очень велико – 500 часов. Такого количества времени хватает на целый сезон геологических исследований. Шасси держится внутри корпуса с помощью двух винтиков, расположенных на передней панели прибора. Сейчас я их откручу. Чтобы вынуть шасси полностью, необходимо открутить винтики, крепящие провода на телефоне. Но мне это сейчас делать не нужно. Телефонный капсюль TA4 здесь высокоумный на 2200 Ом. Выпущен заводом Октава в 1956 году. Он вклеен в корпус и не вынимается. Шасси в моем приборе прозрачные, однако были варианты из синего пластика. Почти все детали мы уже видели, но вот здесь открывается полный доступ к обоим газоразрядным счетчикам СТС-1. Они датированы также 1956 годом. Это оригинальные счетчики радиометра и даже имеют дополнительные пометки. И также теперь хорошо видны тиратроны МТХ-90. Кстати, все детали очень качественные, конденсаторы герметичные, поэтому они прекрасно работают и по сей день. Оригинального паспорта радиометра у меня нет, но я сделал его самостоятельно. Это небольшая книжечка, в которой описано назначение и устройство прибора, объяснен принцип его действия, даны указания по работе и по обращению. Также прилагается график эталонировки прибора. Я уже говорил, что РМ2 в свою эпоху оказался очень популярным радиометром, который производился многотысячным тиражом. Но первым среди выпускавшихся промышленностью карманных приборов все же был радиометр малогабаритный РМ1. О нем нет почти никакой информации ни в книгах, ни где-либо еще. В журнале «Юный техник» номер 2 за 1956 год и есть небольшое упоминание РМ1 и описано, как он работал. Судя по описанию, устройство и принцип работы очень похожи на РМ2. А еще даже из такого маленького абзаца мы с интересом можем узнать, что разработка карманного радиометра заняла несколько лет. Ну а замечание о том, что купить подобный прибор практически невозможно, мы уже видели. Саркастично, но эта фраза на сегодняшний день даже более актуальна, чем была тогда. Тем не менее, у меня есть фотографии радиометра РМ1, выпущенного в 1956 году, за что хочу сказать спасибо его владельцу. Как видите, по размеру этот радиометр даже чуть меньше, чем РМ2. Динамик находится сзади. Индикаторная лампочка также присутствует. Половинки корпуса состыковываются не вдоль, а поперек. Углублений для бета-потока меньше, чем у РМ2. Зато у РМ1 на корпусе есть не только шильдик с наименованием прибора, но и ромбовидная эмблема завода «Геологоразведка», где он производился. На верхней части находятся кнопки включения и, вероятнее всего, пересчетного режима. Фиксаторы положения кнопок ползунковые. Пожалуй, самое необычное в том, что батарея в РМ1 несъемная, она вклеена в половинку корпуса. Если присмотреться внимательнее, то мы увидим, что плюс батареи расположен посередине, а остальные два контакта – это минусы на 195 и 210 вольт. То есть по мере расходования батареи эту часть корпуса нужно было повернуть другой стороной и продолжать пользоваться прибором далее. Вероятно, данное решение с несъемной батареей оказалось неудачным,
поэтому РМ-1 и не получил большого распространения. А вот сведения об РМ-2 можно встретить в нескольких книгах того времени. Прежде всего, это мой любимый справочник по дозиметрическим приборам. Здесь приведено фото РМ-2 и указаны его технические характеристики. Самое интересное, мы можем узнать его цену. Прибор стоил 500 рублей до денежной реформы 1961 года. Для сравнения, гораздо более функциональный радиометр РП-1 стоил 800 рублей, причем у него был неплохой комплект. В знакомой вам книге «Как искать урановые руды» есть посвященный РМ-2 материал. Тут описан сам прибор и методика работы с ним. Интересно, что здесь говорят о том, что для подзарядки прибора нужно кнопку нажимать 5-7 раз, хотя на самом деле достаточно одного раза. Но тем не менее инструкция вполне толковая, и в ней объяснен принцип работы пересчетного режима. Радиометр РМ-2 упоминался и в других книгах, посвященных поискам радиоактивных руд. Это говорит о том, что даже такой простой карманный прибор был реальным рабочим инструментом в радиометрических исследованиях. Однако, когда закончился век высоковольтных приборных батарей, закончился и век РМ-2. Запитать его можно было только с помощью дополнительных преобразователей. Поэтому люди самостоятельно собирали повышающие схемы, позволяющие использовать, например, батарейки Крона. Иногда РМ-2 запускали даже от сетевого источника. К сожалению, так называемые доработки включали в себя и высверливание дополнительных отверстий, и установку стрелочных индикаторов, и другие издевательства над приборами. Я называю подобные действия вандализмом. По счастью, мой РМ-2 попал ко мне в нетронутом виде. Правда, у него был утерян оригинальный шильдик, поэтому мне пришлось изготовить его самостоятельно. С помощью лазерной гравировки мне сделали нужную форму, затем я залил углубление краской, выпилил деталь из пластины, обточил до нужной формы и вклеил на место. Также внутри был отломан и утерян кусочек крепления шасси, и мне пришлось его восстановить. А в остальном, кроме небольшого скола на корпусе, с радиометром все замечательно. РМ-2 производился предположительно в 1957 году. По крайней мере, других дат мне встретить не удалось, но не исключаю, что производство продолжалось несколько лет. Большинство приборов выпускалось с алюминиевым шильдиком, на котором год выпуска не указывался. Хотя на некоторых радиометрах эмблема была частью корпуса и содержала дату 1957 год. На одной фотографии запечатлен очень редкий РМ-2, выпущенный не в Ленинграде, а в Барнауле, очевидно на заводе геофизической аппаратуры. У него другой шильдик и более темный цвет корпуса. Сегодня мы познакомились с крайне интересным прибором, который добрался до нас из 50-х годов минувшего века. Жаль, что в моей области нет никаких урановых месторождений, и я могу гулять лишь под неторопливые щелчки радиометра. Хотя надо сказать, что даже такая прогулка оставляет какое-то удивительное чувство связи с той ушедшей эпохой, когда с помощью маленьких карманных приборчиков исследователи открывали залежи столь необходимых нашей стране радиоактивных руд. Напишите, чем вас удивил РМ-2 и что вы думаете по поводу карманных радиометров. А я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч.